Виталя, привет. Привет, Максим. Давай ну, как пока ты? по ковидному. Да. Рад знакомству. Взаимно. Очень классный проект. Слушай, посмотрел 4 выпуска. С каждым выпуском все лучше и лучше, так что Да, ну, давай сделаем этот выпуск. у нас тоже правило, интересным. каждый выпуск должен быть лучше предыдущего, так что давай. зажжем. Давай пообщаемся. А расскажи свою историю, как ты вообще решил перебраться в Арабские Эмираты и что вообще на старте были, какие проблемы, сложности, и вообще как пришла такая идея в голову? На момент переезда в Эмираты за моими плечами 10 лет работы фотографом в Сибири, в Тюмени, в России. Вот, и знаешь, когда ты делаешь свою работу качественно и хорошо, наступает такой момент, когда ты как бы немножко упираешься в потолок. Работы очень много, конкуренция как бы есть, но ты ее не чувствуешь. И пропадает, знаешь, некий такой интерес к развитию. И тут, знаешь, еще и возраст начал к 30-ке подбираться. И я решил, может, это попробовать посмотреть. Я просто туристом приехал в Дубай на 2 недели. В общем, пожил здесь, так все понравилось, знаешь, климат, там в самый сезон приехал, потом я повернулся в Россию и понимаю, что если я сейчас не сделаю этот решительный шаг, то потом очень сильно об этом пожалею. И буквально за месяц я продаю свою фотостудию и перебираюсь сюда, в Дубай. Правильно ли я понимаю, что у тебя уже был какой-то сформированный бизнес, и ты решил его оставить, бросить, скажем так, все, да, и перебраться в новую локацию? Ну, это же определенный склад ума нужно, характер, да, какой-то, который дает вот такой толчок, где все оставил, пошел там на новое место, да? Ну, знаешь, когда ты постоянно смотришь Инстаграм, когда, знаешь, нас кругом окружает там успешный успех, люди что-то делают, там рискуют. Все-таки кто-то мотивировал, значит. Ну, в целом так Инстаграм, знаешь, так Инстаграм. чуть-чуть, да. Поэтому я решил, что надо делать решительный шаг реально, вот, и двигаться дальше. И вот все, приехал как турист, да, как я понимаю? Приехал как турист? Да, я приехал, я помню свое ощущение, выхожу в аэропорту, никого не знаю, у меня не было ни одного знакомого здесь. Выхожу, сажусь в такси, снял комнату на Airbnb, заселился, вот, вышел такой, вообще просто обалдел. Кругом роскошь, я понимаю, что ты как бы приехал, ты как бы никто, а кругом такое все, знаешь, все красиво, лоско, интересно, богато. Ну, как-то вот это все меня так, знаешь, заставило меня шевелиться. А скажи, вот с какими трудностями на первом этапе все-таки ты столкнулся? Ну, прям вот себя помню в те моменты. Сложно падать вниз. Когда ты у себя дома, ты такой добился неких высот, а сюда приезжаешь, ты никто, и тебе нужно доказывать, как бы, что ты чего-то стоишь, реально как с нуля. Самая главная проблема для меня на тот момент была, конечно, это языковой барьер, потому что, ну, такой язык английский был, что мне даже с таксистом поначалу сложно было поговорить. Хотя мы все учили английский в школе, и в университете, вот, но, опять-таки, без практики английский язык, ты сам знаешь, что это такое, его надо постоянно прокачивать. Я вижу, что ты очень коммуникабельный, общительный человек, да, я думаю, что именно эта способность позволила тебе пробиться здесь и стать одним из лучших специалистов в своей области. Здесь, понимаешь, какой момент? Хочу немножко дополнить этот момент. Как вот у нас в России принято думать, что, там, если ты там зашел там в соцсети активно, все, у тебя там будет там работать, ты такой весь сразу успешный, крутой. Здесь, если у тебя нету личного знакомства с человеком, тебе не будет вообще никакого доверия. Это я прям чувствую на своей, так скажем, вот на себе. Поэтому, своя ментальность, получается. Да, здесь нужно иметь четкое представление себя в социальной сети. И, во-вторых, нужно иметь, конечно, с людьми прямые контакты, чтобы тебя люди лично знали. Так как два этих момента складываются вместе, то тогда, конечно, ты будешь получать работу, и ты будешь успешен здесь. Вот, значит, ты прилетел как турист и остался здесь, решил здесь остаться. Какую визу ты оформлял, какая была у тебя виза на тот момент? Слушай, ну для граждан России самый адекватный способ – это прилететь сначала на 3 месяца, так скажем, на туристическую визу, она еще по-другому называется визит-виза. Эта виза не дает права на работу, но ты можешь абсолютно спокойно находиться здесь, искать там работу, контакты. И дальше ты можешь, конечно, эту визу дальше еще и продлить прямо на месте, не выезжая. Но это дорого, и зачем тратить лишние деньги, когда гораздо проще открыть фриланс-визу, очень много вариантов. А какая для тебя и для твоей отрасли самая лучшая виза, вот как ты считаешь? Самое оптимальное решение – это, конечно, фриланс-виза. Ее можно получить в любой фризоне, но самый адекватный способ – это получить в Дубай Медиа Сити. Сколько она стоит? Первый год со всеми расходами обходится порядка 11 тысяч дирхам. Дальнейшее продление порядка около 7 тысяч. На какое время она дается? Ты оформляешь ее на год, а потом каждый год ты можешь ее продлевать. Максим, и самый главный вопрос – почему именно Дубай? Слушай, не так много мест в мире, мегаполисов, которые находятся прям непосредственно прям на пляже. Классный климат, классное расположение между Европой, Азией, Россией, Африкой. Это прям такой центр земли.
знаешь, лично для меня, по крайней мере. Здесь очень много офисов крупных компаний. Мне, как человеку, который работает с визуальным контентом, это очень круто, потому что, допустим, ты можешь уехать на Бали, ну там как, островная жизнь, это неинтересно, а здесь ты можешь реализовывать свои амбиции, работать с крупными компаниями, подрядчиками и развиваться. Ну все, Максим, рад был познакомиться, рад Взаимно. пообщаться. Увидимся.